Что же такое за растение пачули? Чем это пахнет и как это выглядит? Давайте разбираться. Всем hello, вы на канале Мой Флакон. Меня зовут Слава, я рад всех видеть на нашем парфюмерном канале. Я для этого видео подготовил 9 ароматов с нотой пачули. И хочу начать именно откуда взялось это растение пачули. И закончу уже это видео с моим самым любимым ароматом, с этими прекрасными пачули. 2000 лет назад в Древнем Китае началось использование пачули для лечения кожных заболеваний. В Индии также начали потом использовать для лечения и уже духовных свойств именно пачули. И уже в 19 веке европейцы начали использовать листья пачули для сохранения тканей и одежды, материалов от насекомых. Европейцы стали получать именно масло пачули для использования в парфюмерии. В 60-е и 70-е годы распространение пачули стало популярным с движением хиппи. В отличие от многих ингредиентов, используемых в парфюмерии, нота пачули с каждым годом только улучшается и становится все лучше и краше. Это как вино, с каждым годом все вкуснее и интереснее по вкусу. Как же происходит процесс выращивания пачули? Сначала подготавливают почву, чтобы она была богата минералами и удобрениями. Потом высаживают черенки друг от друга 60 сантиметров в расстоянии. И примерно через полгода-год начинают срезать листья у основания пачули. В специальных условиях высушивают эти листья. И потом уже из этих высушенных листьев изготавливают эфирные масла пачули. Чем же пахнет пачули? Пачули добавляет аромату глубины и веса, тяжести аромату, потому что в большинстве своем пачули пахнет такой влажной почвой, каким-то мхом. Даже есть какие-то оттенки животных нот можно уловить в пачули. Но в большинстве своем для меня это пачули какие-то немного подвалы, такой более прохладный, более такой освежающий, именно освежающий холодный аромат можно уловить от пачули. И по моему мнению, ароматы с нотами пачули хорошо подойдут именно на холодное время года, на осень и на зиму. Они отлично раскрываются. Все ароматы с пачули очень стойкие, довольно-таки очень даже шлейфовые. Есть такое поверье, то, что аромат пачули привлекает деньги, и некоторые люди прыскают и пшикают на свои кошельки, чтобы привлечь больше бабосиков в свой карман, чтобы зарплата только увеличивалась. И на самом деле я в этом видео покажу один аромат, который действительно пахнет свеженапечатанными долларами для меня. И это аромат денег, как по мне. И хочу я начать сначала, который у меня есть в небольших отливантах или в пробниках. Аромат из пачули. Это первый Orto Parisi Stercus. Аромат, конечно же, говорит о всей линейке Orto Parisi. А вся линейка посвящена деду Александро Гуалтьери, парфюмеру, который создал все ароматы. И этот аромат на старте приятно пахнет, довольно-таки приятно. Это такой элитный конный клуб, в котором можно почувствовать мускус лошадей и навоз лошадей. И в общем случае для меня это пачули с навозом. Но слышится это как бы не очень приятно, да, но звучит довольно-таки хорошо. Особенно первые где-то 2-3 часа этот аромат очень классно звучит. Он очень громкий, он очень шлейфовый, он стойкий. И здесь все, как я сказал, здесь весь конный клуб. Начиная от лошади, заканчивая то, что эта лошадь производит. И кожа, и мускус, и пачульки здесь есть. Но личное мое
не очень удачное разнашивание этого аромата. И почему я не хочу покупать целый флакон? Он где-то через 10 часов на моей коже начинает пахнуть человеческим навозом. То есть вот этот лошадиный навоз с пачули переходит в чисто человеческий навоз. И, конечно же, он становится для меня не очень приятный. Но это мои особенности моей кожи. И с других людей я чувствовал этот аромат и довольно-таки очень хороший шлейф. Ничего подобного, что я сейчас сказал ранее про человеческий навоз, там не чувствуется. Но, возможно, это чисто моя такая кожа. И поэтому будьте очень осторожны при выборе стеркуса для своей коллекции, для своего использования. И дайте обязательно раскрыться этому аромату на своей коже. Не покупайте ни в коем случае вслепую, а обязательно разносите его. И разносите не один день даже, а буквально там 2-3 дня поносите его. Это очень красивый, сложный аромат на старте, но раскрытие не очень хорошее. Лично для меня. Второй аромат, я бы сказал, Lord of Misrule от Lush. В переводе как «Господ беспорядка», «Господин беспорядка». Для меня это уже пачули с какими-то конфетками, леденцами. Очень такое веселое настроение производит этот аромат. Тоже сразу хочу сказать, практически все ароматы, которые я сегодня буду говорить в этом видео, они супер-супер стойкие и шлейфовые. Если вы ищете себе прям, чтобы аромат был с вами полностью весь день, это вот все ароматы идеально для этого подойдут. Это такое веселое, беззаботное настроение. Здесь пахнет какими-то такими сливочными ирисками из пачули. То есть пачули дает здесь такое больше зеленое настроение, какую-то такую немного мятную свежесть, небольшую, но мятой здесь особо не пахнет. Именно, я так понимаю, это пачули дает вот это зелено-мятное настроение и дает такой, знаете, оттенок сена. Такой, для меня это такой мешочек, такой новогодний мешочек, который сделан из войлока, а это войлок, он тоже пахнет каким-то немного сеном. И вот в этом мешочке очень много всяких ирисок, сладостей, конфеток. И вот для меня это вот очень такой новогодний зимний аромат, чтобы согреться, повеселиться. Вот аромат такой хиппи. Вот, как я говорил, то что когда хиппи стало популярным, то и ноты пачули, ароматы с нотой пачули стали популярны. Вот для меня это вот аромат хиппи, беззаботности, веселья, такое наслаждение от жизни. Вот аромат такой. Следующий аромат от Лилабо. У меня вот есть такой небольшой конвертик, пробничек. И здесь, чем же мне он пахнет? И, для меня это аромат про лес. И лес, в котором такой моросит мелкий-мелкий дождик, такая, знаете, морось. Когда вы можете идти спокойно, без зонта, вы не промокнете, не намокнете. И вот здесь даже улавливаются ноты дождя. Вот для меня это не хвойный лес. Это просто обычный какой-то осенний уже лес с такими желтыми листьями, пожелтевшими, уже с опавшей листвой. Очень-очень влажная земля. И здесь очень много мха. Мне кажется, вот вы идете, наступаете на эту уже влажную землю, и вы идете просто как по ковру из мха, листьев. И вот эта вся морость, влажность, это вот для меня лес в Ленинградской области, под Санкт-Петербургом. Вот я раньше осенью ходил за грибами, мне это вообще процесс нравился. И ты когда идешь по этому лесу, выезжаешь за город, ты просто, твои легкие обогащаются кислородом, обогащаются чистым вот этим влажным воздухом, и ты идешь в резиновых сапогах, потому что под тобой
уже такое болото, и из-за того, что часто идут дожди, особенно в осеннее время в Петербурге, и, и вот пахнет вот дождем, вот осенним лесом и пачули. Здесь вот пачули, она такое влажно-мховая. И красивый аромат. Купил бы я бы флакон, я не знаю, но аромат вот действительно он именно на осень даже. Не на зиму, не на лето. Вот идеально подойдет вот на осень. Следующий аромат с нотой пачули называется Bond. Бренд Bond номер 9. И название New Bond Street. Это у меня travel флакон. Это один из любимых ароматов Сергея. И здесь для меня пачули с шоколадом. Кстати, некоторые говорят, что пачули дает какие-то оттенки шоколада, то есть шоколадные пачули. Вот именно это оно и есть, шоколадные пачули. Только здесь такие шоколадные пачули еще с витаминкой С. Это на старте. Это витаминка С дрожже, которая есть, которая со вкусом, скорее всего, шоколада. И со временем он на моей коже, вот эта витаминка С пропадает, эти верхние нотки цитрусов уходят, и где-то через минут 15-20 начинается каштановость, такая шоколадная каштановость. Пахнет жареными каштанами. Если вы когда-то ели жареные каштаны, или вот в Петербурге в холодное время очень популярное это блюдо, продают на каждом шагу эти жареные каштаны в центре города. И попробуйте обязательно эти каштаны. Вот такой аромат стоит возле вот этих прилавков с продажей каштанов. И конечно же, здесь чуется чашечка горячего шоколада или какао. Для меня это вот чисто шоколадные пачульки. В самом своем чистом виде, по сути. Хорошая работа, я бы сказал. Если вы любите гурманику, а его можно сказать, что это какой-то в какой-то степени гурманский аромат, хорошо пахнет. Для любителей шоколадных ароматов затестите. Следующий аромат с нотой пачули и сочетания розы. В последнее время стало популярно это направление роза с пачули. И, конечно же, это аромат Portrait of Lady от Фредерика Маля. Это благородный, бархатный аромат, который покорил мое сердечко. И это прекрасно. В нем красиво и роскошно спать. Аромат роскошной жизни, какого-то, не знаю, бархата красного. Здесь очень-очень красивые пачули и роза. Вот две ноты я здесь чувствую, и ничего большего. И это так красиво сделано. Это вот очень красивая работа. Так я недавно, буквально там 2 месяца назад, увлекся изучением бренда Diptyque. И у бренда Diptyque есть аромат с таким же направлением, роза пачули. Называется он Капитал. Там также есть роза и пачули. И мы с Сергеем ходили в бутик, где представлен Diptyque. Я нанес себе на руку Капитал. И мне Сергей потом спрашивает, что-то я чувствую везде Portrait of Lady. Какой-то шлейф. Я говорю, да это вот, пахнет Капитал. И если вы пользуетесь Portrait of Lady, он вам нравится, обязательно подойдите к Diptyque и попробуйте Капитал. Очень-очень схожее направление и также практически пахнет, но все-таки это более интересней, что ли, более ярче звучит, более как-то богаче и роскошней. Да, вот для такой роскошной жизни аромат. Так, дальше. Следующий аромат будет от Les
Постоянно забываю это название. Liquid Imaginaries. Аромат называется Telus. У них флаконы, конечно, бомбические, просто офигенные. Смотрите, какой флакон. Это, конечно же, для меня пачули и сено. Есть вот больше для меня аромат таких вот земляных, даже пачули. Аромат. Я сейчас какие-то буду, может быть, возможно, страшные вещи говорить на камеру. Если рядом есть дети, лучше их убрать подальше. Потому что для меня это пахнет, когда... Мне так кажется, это пахнет, когда человека похоронили в гробу. И когда гроб уже полежит под землей, какое-то время напитается землей, и уже там человеческий организм начинает там, да, разлагаться, и земля попадает внутрь гроба, и примерно, мне кажется, вот так вот пахнет внутри гроба, когда человек умирает под землей. Но я, может, какую-то страшную вещь сказал, да? Это чисто мое мнение, потому что здесь есть именно пахнет влажной землей, и в которой уже переработалась какая-то субстанция. Знаете, переработались уже сухие листья, переработалась древесина. Возможно, даже какое-то животное здесь уже переработалось под землей, разлагалось. Аромат, он в какой-то степени отвратный. Да, вот вы если не нанюханный нос, вы скажете, что это ужасно пахнет, и вообще, что это вот аромат неприятный. Я здесь чувствую это пачули, именно здесь земляные пачули. Как я говорил, что земляные пачули, холодный погреб, да, вот. Но погребом я здесь бы не назвал, потому что здесь еще много каких-то животных оттенков и каких-то вот переработанных. Поэтому аромат, как я в самом начале сказал, ароматы с нотами пачули становятся с каждым годом более лучше и краше звучат. А я очень надеюсь, что этот аромат там, через год или два будет лучше звучать, потому что я недавно хотел его как раз таки продать, поменять, но никто, все проигнорили, наверное, знают, чем это пахнет, и поэтому аромат очень интересный, и я считаю, что этот аромат идеально подойдет на Хэллоуин, аромат зомби, да, который вылез из подземелья. Поэтому такое интересное сочетание вообще. И как вообще можно было это сделать и не побояться продавать, чтобы люди это покупали. И следующий аромат, который я бы сказал, это Муглер. Такой канонический уже аромат, икона. Именно икона в плане пачули, сладостей. Здесь сахарная вата. Здесь, смотрите, какая звезда. Просто аромат для Нового года. Аромат, праздник. Аромат, праздник для взрослых. Для меня это аромат мешок сладостей, мешок подарков, но только это для взрослых. Потому что здесь пачули и очень много всяких разных вкусняшек. И шоколад, и фруктовые конфетки, и карамельные конфетки, и сахарная вата, и фрукты. И все это так очень красиво звучит. И так празднично и торжественно, и какая-то хвоя здесь. И здесь прям вот елку можно почувствовать. Аромат праздник, я его прошлой зимой очень часто носил. Так вот, как раз я его приобрел прошлой зимой, его очень сильно прям и полюбил. С ним можно спокойно встречать Новый год. Это аромат для Нового года, Рождества. Очень красиво, очень стойко. Я с ним гулял в холодное время года, и многие чувствовали от меня шлейф и спрашивали, чем так очень вкусно и приятно пахнет. Заявлен как женский. Это все ерунда. Спокойно, парни, покупайте. Никакого намека на женственность этот аромат не будет на вашей коже раскрываться. Он круто раскрывается на мужской коже.
Мне он очень нравится, как это выглядит. Кстати, сейчас это у меня старая версия флакона. Сейчас уже звезды стоят у них прям вот так на столе, стали более мужской версией, знаете, более стоячие. Следующая и последняя моя покупка, и уже это второй флакон у меня по счету этого аромата. Я его обожаю, собирает миллионы комплиментов. Он просто король для меня пачули. Это Пардон от Назамата. Это самая лучшая работа Александра Гуалтьери, которую он сделал. Посмотрите, сколько уже осталось, и я уже думаю, что третий флакон надо будет скоро покупать. Самый комплиментарный аромат и самый спрашиваемый аромат, что же это так красиво звучит на мне. Здесь очень такая благородная база именно из такого дерева какого-то дуба, такого дорогая мебель. Именно из дерева сделана. Украшена она пачулями. И на этой мебелью такой большой дубовый стол. Стоит такой большой роскошный букет цветов. Есть какой-то микс из цветов. И цветы здесь невозможно вычленить, потому что пахнет таким разными всякими цветками. И это так красиво звучит. Это самый мой любимый аромат. Он входит, наверное, в десятку лучших ароматов из моей коллекции. Я его очень люблю. Не представляю вообще свою жизнь без этого аромата. Присмотритесь. Если вы любите получать комплименты, любите, когда спрашивают, обращают внимание. Он держится вообще с утра до вечера. И это очень хорошо. Пардон от Назамата. The best of the best. Я постарался сделать эту подборку из пачули с чисто моим мнением, и оно неподкупное, я так думаю об этих всех ароматах. Если вам было интересно и вам понравилось мое видео, мой рассказ, поставьте пальцы вверх, подпишитесь на наш канал, если вы еще забываете это сделать. Напишите, пожалуйста, какой у вас любимый аромат с нотой пачули. Мне будет очень интересно с вами пообщаться, почитать, познакомиться, если вы впервые на нашем канале. Вам всем пожелаю только приятных и удивительных парфюмерных путешествий. И всем хочу пожелать, берегите себя в наше такое неспокойное время. С вами был Слава. Всем goodbye.